Приветствую вас на канале Гаражный Бездельник. Сегодня на автомобиле ВАЗ будем менять рулевые наконечники. Наконечник вот такого типа. Начинались они от автомобиля ВАЗ-2110 и далее. На некоторых колинах другие еще типы наконечников, но на этой колине именно вот такой. Машинку подняли, колесо скинули, приступим. Почистим от грязи все резьбовые соединения. Вон пыльник лопнул, и соответственно сразу же он вышел из строя. Тщательно надо почистить резьбовое центральной втулки, которая соединяет рулевую тягу и наконечник. Я уже забрызгал жидкостью, растворяющей ржавчину. Сейчас еще раз побрызжем. Пусть отмокает некоторое время. Расшплинтуем гаечку нижнюю. Теперь самое важное, чтобы, выкручивая вот эти болты, у нас они не лопнули. На 13 ключик. Один открутился. Вот он. И второй открутился. Вот второй обязательно с шайбой гравер. Чтобы нам доехать до развал схождения более-менее, примерно с таким же схождением, как был, я сделаю вот так вот. Расстояние между рулевой тягой и наконечником я померяю штангенциркулем. Места здесь, конечно, очень мало. И при установке нового наконечника сделаем точно такое же расстояние. Хотя бы примерно схождение останется таким. 45 миллиметров. Запомнили. Теперь нужно раскрутить центральную втулку. Так, в тяге она хорошо крутится. Ага, раз в тяге хорошо крутится, значит можно ее доставать, а потом в тисках с наконечника выкрутим. Из рулевой сошки нужно вытащить наконечник. Есть у меня, конечно, и съемник, но на этих машинах и так хорошо снимается. То есть вот сюда монтажку и вот сюда молоточком по сошке. Тем более, что пыльника нам уже не жалко. Телефон мешает стукать-то. Готово. Что ж, вынимаем, понесем на верстак. Так, значит, вот эта вот втулочка центральная. В тягу, кончик который, на нем правая резьба, а в наконечник на нем левая резьба. И на правой, и на левой стороне автомобиля то же самое. Так что перепутать невозможно. Наконечник можно не жалеть, он на замену.
Резьба здесь левая. По часовой стрелке выкручиваю. Кстати, жидкость вместо ВД делаю самодельную. ВДшка стала стоить неприлично дорого. Поэтому взял старый баллон, взял от ВДшки наконечник. А вот сюда впаяли вентиль от бескамерной шины. Теперь сюда я наливаю свой раствор. А свой раствор — это растворитель, для того, чтобы все растворял, керосин, чтобы везде проникал, и АТФное масло. Все это в равных пропорциях. Смазывает, растворяет, проникает. Берите на вооружение. Теперь нам нужно тщательно прочистить и смазать эту резьбу. Перед сборкой промажем всю резьбу смазкой, графиткой или еще любой другой. Я графитку использую. У нас вот эти вот участки, они будут в свободном пространстве подкапотном, поэтому туда будет лететь грязь, вода, соль. И если сейчас тщательно не замазать резьбу, то потом она очень быстро заржавеет и не будет откручиваться. В собранном виде вы так уже тщательно не сделаете. Так, туда я уже наполнил. Вот эту щель тоже желательно наполнить, чтобы там не соль с грязью копилась, а было заполнено пластичной смазкой. Собираем. Внутри рулевой тяги тоже желательно по максимуму заполнить пластичной смазкой. В том числе и вот эту прорезь. Потому что случались такие моменты, что вот этот вот поперечный болт отгнивал, лопался. И тогда приходилось снимать рулевую тягу, чтобы его высверлить в тисках. Это довольно проблематично, потому что тяга крепится к рулевой рейке, и там есть такой стопор жестяной, который мы нигде не могли найти в продаже. Мы, конечно, сделали самодельный из жестянки, из оцинковки, но потеряли кучу времени. Теперь закручиваем эту центральную муфту, наживляем на как можно меньшее количество оборотов. То есть буквально пол оборотика, один оборотик. Сейчас расскажу, для чего это. И рулевой наконечник точно так же. Буквально на пол оборотика. Помним, что здесь левая резьба. Вот, на минимум. И вот только теперь вращаем эту центральную муфту для того, чтобы и в наконечник, и в тягу у нас муфта зашла на одинаковую глубину. То есть сейчас, вращая, мы приближаем наконечник к рулевой тяги, помня, что расстояние у нас между ними было 45 миллиметров. Лишка, чуть обратно.
Вот 45 миллиметров. Еще один важный момент. Вот тот дальний болтик можно смело затягивать сразу. Шплинт не забудем. Замажем все графиткой, чтоб меньше ржавело. А теперь нам нужно затянуть болт, фиксирующий болт на наконечнике. Тут есть один нюанс. У нас дальний конец рулевой тяги стоит на сайлентблоке, и он не вращается, как, допустим, на большинстве импортных машин. Там рулевая тяга, она тоже с шаром и вращается. Здесь не вращается, поэтому здесь важно наконечник поставить ровно. Вот он имеет вот такой ход в шаре. И нам нужно найти примерно среднее положение. И только тогда затягивать. Лучше даже колеса поставить прямо. Вот так вот. Вот таким образом. Иначе при повороте руля оно очень быстро придет в крайнее положение, даже вплоть до того, что дальнейший поворот руля может быть невозможен. Бывали и такие случаи. Все, закручиваем, затягиваем. На второй стороне все то же самое в зеркальном отображении. Кому помогло, ставьте лайк. Всем пока.